Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам касательно скорой смерти. Поговорим о 9 точных признаков. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, просто для себя, для того, чтобы знать и понимать, какие же это признаки, которые говорят о том, что человек в самое ближайшее время перейдет в другой нематериальный мир. Именно нематериальный мир. Помните о том, что наша душа, наша энергия, она просто переходит из одного состояния в другое. Конечно же, многим людям это сложно пережить по одной простой причине, что мы привыкли жить с вами в материальном мире и ничего другого не видим. Но наша душа – это наша энергия, которая постоянно перевоплощается и которая развивается, хотим мы этого или нет. Давайте с вами, друзья, обсудим этот момент далее более детально. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Также хотим всех поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Друзья, нам очень-очень приятно. Вы знаете, в разных культурах и в разных религиях мира существуют поверья, народные приметы, которые говорят о том, что вот в самое ближайшее время человек отойдет в мир иной. Эти знаки основаны на наблюдениях за поведением и состоянием человека, а также на событиях и явлениях природы, которые имеют глубокие корни в народной мудрости и традициях. Мы с вами назовем 9 самых точных признаков, которые, согласно народным приметам, предвещают скорую смерть. Итак, друзья, первый признак – это смена цвета кожи. Это одна из самых распространенных народных примет, которая является изменение цвета кожи. Если кожа человека начинает приобретать желтоватый или землистый оттенок, это говорит о том, что у человека серьезные внутренние проблемы, и это говорит о том, что приближается смерть. Особенно внимательно, вы знаете, к этому признаку относились в древности, когда медицина была не развита, и болезни часто диагностировались по внешним признакам. Конечно же, если у вас меняется постоянно цвет кожи, в зависимости, где вы находитесь, в зависимости от тех ситуаций, конечно, это одна ситуация, но вот этот цвет кожи, когда он меняется, вы знаете, его ни с чем нельзя спутать. Поэтому, если вы увидели у ваших близких, у ваших родных, то, знаете, это уже подготовка вас к тому, что в самое ближайшее время этого человека не станет именно в материальном мире. Следующий признак, который говорит о скорой смерти, если у человека внезапно становятся холодными и сухими руки. Это, конечно же, указывает в первую очередь на ухудшение кровообращения и, скорее всего, на приближение конца его жизни. Вы знаете, когда-то именно этот признак считался особенно важным в сельских общинах, где люди контактировали тесно достаточно друг с другом и могли заметить такие изменения. Конечно же, есть люди, которые болеют определенными болезнями, и, конечно же, хотят они этого или нет, но у них холодные сухие руки. Это одна ситуация, но бывает и так, что именно происходит и такое. Далее, некоторые даже природные явления также можно, к сожалению, связывать с приближением смерти. Например, если птица залетела в ваш дом или начала стучаться в окно, это считается предвестником смерти одного из жильцов. И обращаю ваше внимание, когда стучится к вам птица или залетает, здесь нужно обращать внимание, какая птица, потому что не все птицы действительно являются предвестниками смерти. Есть птицы, которые говорят о том, что в самое ближайшее время, например, человек поменяет место жительства, или у него улучшится финансовое состояние, или наоборот его ждут какие-то
какие-то финансовые потери. Или, например, если стучится воробушек, это говорит о том, что ваши враги, ваши недоброжелатели всеми своими силами пытаются вам навредить. И что самое интересное, у них это получится, но получится не настолько сильно, как они хотели. Знаете, гадость сделают, но не более того. Вы сможете решить этот вопрос. Далее, видение и сны. Вы знаете, наши сны и наши видения играют очень важную роль. Если человек видит во сне умерших родственников, это может быть и признаком скорой смерти. Особенно, если во сне умерший зовут его за собой. Дело в том, что здесь еще нужно понимать о том, что через сны, таким образом, умершие родственники предупреждают живых о каких-то грядущих событиях или изменениях в жизни. Конечно же, если вам снится постоянно бабушка, которая с вами разговаривает, дает вам какие-то советы, вы знаете, это наоборот очень хороший сон. Это говорит о том, что ваши близкие, ваши родные переживают за вас и пытаются всеми силами вот на том нематериальном плане помочь вам, потому что, возможно, вы не знаете, как поступить, вы не знаете, что вам делать и так далее. Но бывает так, что во сне вот вас именно зовут. И, что немаловажно, здесь нужно понимать, какие вы действия совершаете во сне. Если вас зовут, берут за руки, и вы идете вместе куда-то, то, скорее всего, да, так и происходит. Или бывает, что вы, например, находитесь в компании или близких людей вам, или друзей, и вот тот человек, которого уже нет в материальном мире, зовет какого-то определенного человека из вашего окружения в вашем сне, этот человек встает и уходит с этим. То это также говорит о том, что в ближайшее время такого человека не станет. Бывает и так, что вы во сне можете видеть, что вы куда-то сами уходите, или кто-то уходит, вас покидает. Опять же, наши сны, они нам очень много подсказывают. Конечно, есть люди, которые говорят о том, что, вы знаете, мне сны не снятся, и что же я могу? Вы знаете, вы просто их не запоминаете, ваш мозг игнорирует вот те знаки, те подсказки. Просто у вас так это создано, или вы не доверяете своей интуиции. Поэтому ваша здесь задача на данном этапе, наоборот, раскрыться и вообще научиться прислушиваться к знакам и подсказкам. И через сны, через видения, через какие-то знаки. Ваш ангел-хранитель, он всегда вам пытается помочь. И вот самое интересное, многие люди не осознают и не верят в том, что ангелы-хранители могут помогать. Но если вы обратитесь, просто своими словами, не надо что-то сверхъестественное, просто своими словами попросите о помощи, вы увидите, или чтобы он вам дорогу, например, открыл, или чтобы вам пришло какое-то озарение, и вы знаете, это к вам придет. Бывает так, что, например, у человека какие-то есть проблемы с теми, например, государственными, да, властями, и если вы их попросите, вот недавно была ситуация, даже к нам в комментариях написали, что же делать, у меня есть определенные проблемы, мы подсказали, и вы знаете, в конечном итоге нас поблагодарили в комментариях, и нам это приятно, что действительно мы открыли, знаете, как мы стали таким вот подсказчиком от ангела-хранителя человека, потому что он не знал, как поступить. Но мы подсказали, просто сказали, как нужно ангелу-хранителю обратиться своими словами от чистого сердца, и он обязательно вам поможет, он обязательно вам и откроет дорогу, и сделает так, чтобы в вашей жизни было все хорошо. Конечно же, препятствия всегда будут, потому что таким образом вы должны понимать, что мы с вами развиваемся. Наша душа, хотим мы этого или нет, она развивается. Ей это интересно. Она не просто приходит в этот материальный мир покушать, прожить свою жизнь, а она пытается найти вот этот жизненный опыт, который ей нужен, чтобы стать мудрее, чтобы стать лучше и так далее. Мы, к сожалению, этого сами не осознаем, не понимаем, потому что мы думаем, ой, мы пришли, здесь каторга, здесь тяжело, и здесь происходит определенное наслоение информации, связанные с культурой, с религией, с традициями. Это все очень сильно влияет на многих людей, и они не могут разграничить и понять. Ну, может быть, поэтому и мир вот такой, он многогранен и интересен. Друзья, следующий точный признак – это звуки и запахи.
Вы знаете, это могут быть какие-то внезапные звуки, такие как стук, может быть, это может быть какой-то звон, который раньше, например, или вы не слышали, или вы не можете объяснить. Это также может предвещать смерть. Также народной приметой смерти считается и появление каких-то непонятных запахов. А если они, например, напоминают запахи тления или ладан, бывает так, что это еще какие-то запахи, которые у вас ассоциируются, вот, например, там, с тем же кладбищем или с какими-то не очень хорошими событиями в жизни. Вы должны остановиться, подумать, что вам нужно быть немножечко внимательными, немножечко бдительными, понимать, что же у вас происходит в жизни. Следующий, друзья, точный признак – это поведение животных. Животные, особенно кошки и собаки, они способны чувствовать вот приближение смерти. Если домашний питомец начинает избегать человека, он может скулить, лаять, или, например, собака начинает вести себя необычно. Это может быть не сигналом о скорой кончине хозяина. Возможно, вы замечали или нет, если вы живете где-то в деревне, в селе, то, возможно, замечали, что иногда собака скулит. Но собака скулить может по нескольким признакам. Например, она хочет кушать, да, есть или пить воды. Она также скулит. Но если такое, что она тоже скулит, когда приходит смерть в дом. Вот именно эта энергия, она забирает именно вот энергию человека, которому уже все предостаточно быть в этом материальном мире. И собака, она также скулит, она может лаять. При этом вы выходите на улицу и никого не видите, а собака все равно продолжает. То есть она видит на своем уровне. То же самое касается кошек, собак. Также если у вас дома птички есть, с которыми вы очень в таком вот энергетическом плане, вот вы чувствуете, и у вас птичка, это тот же может быть попугай, или может быть у вас есть голуби, которых вы подкармливаете, которые, например, приходят к вам, прилетают к вам во двор. Они также это ощущают. Поэтому если в вашем окружении есть вот животные, также если вы видите, что они себя как-то неадекватно ведут, или перестали быть активными. Конечно же, это может касаться ихнего здоровья. Но вы знаете, если вот вы увидели что-то не так, сразу начинаете разбираться. Не тяните до последнего. Далее линии на руках. Вы знаете, очень важно время от времени наблюдать на линии на руках. Не потому, чтобы что-то рассмотреть, что-то сверхъестественное. Дело в том, что если основные линии на руке начинают исчезать или, как вариант, становятся менее четкими, это также может быть признаком приближающейся смерти. И вы знаете, недаром предки наши в древности именно использовали именно вот этот вид предсказаний не только для диагностики состояния здоровья, но и понимали то, что в самое ближайшее время такого человека не станет. Каждый из нас с вами видит свои руки каждый день, и вы можете, посмотрев, действительно увидеть определенные знаки. Поэтому не игнорируйте и смотрите. Следующий, друзья, затухающий взгляд у человека. И, вы знаете, изменение во взгляде человека также может служить вот приметой скорой смерти. Если у человека глаза становятся тусклыми, знаете, словно вот такими потухшими, это также указывает на угасание жизненных сил. И вы знаете, в древности именно этот признак нашими предками считался достаточно точным и надежным. Вы увидите, что вот человек, он не такой, как обычный. И последний, друзья, признак это ощущение пустоты и холода. Дело в том, что многие люди перед смертью ощущают вот внезапное чувство пустоты, холода, которое никак не связано с внешними условиями. И это вот такое вот ощущение может быть настолько сильным, что человек начинает понимать и чувствовать, что его время на земле подходит к концу. Бывает так, что вы общаетесь с человеком, и вот он вам говорит, что ты знаешь, у меня осталось недолго быть, вот находиться на земле. Хочу там тебе поведать какую-то свою историю или дать какой-то совет и так далее, и так далее. Никогда не смейтесь в таком случае, а наоборот, выслушайте человека. Почему? Потому что этот человек на интуитивном уровне, что его в ближайшем времени не станет, и он должен вам передать какую-то важную информацию. Возможно, на данном этапе вашей жизни вы скажете, что это бред, и вам это не нужно, или какие-то секреты, или какие-то тайны.
Но вы должны понимать и то, что когда с вами даются вот такими вот, с вами делится человек, который уже при смерти или его остались последние дни, а возможно часы, всегда выслушайте, но никогда не давайте клятвы. Это очень важно, потому что когда вы даете клятвы, вы это должны выполнить, знаете, как крест несете. Пока вы это не выполните, или вы, или ваши дети, или близкие люди, с которыми вы тесно энергетически связаны, у вашей жизни не будет ни развития, ни нормального достатка, ни благополучия, постоянно будут проблемы, потому что когда вы даете вот клятвы, какие-то обещания, вы должны понимать, что вы хотите этого или нет, но вы энергетически связаны с тем или иным человеком. Поэтому, чтобы такого не было, все-таки будьте внимательны и осторожны. Друзья, вот это самые точные признаки, которые говорят о том, что человек в самое ближайшее время его просто навсего не станет. Ваша задача не расстраиваться, не плакать, не переживать, а принять это как данность. К сожалению, каждый из нас живет определенный отрезок времени. При этом, знаете, что самое интересное? Для Вселенной мы живем буквально, наверное, 1 секунду. То есть достаточно маленький промежуток времени. А для человека это целая жизнь, да, это 80 лет, 100 лет человек проживает. Конечно, кто сейчас скажет, ну кто вы, кто тут живет 100 лет? Но вы знаете, наши предки могли спокойно жить 100, 120, 150 лет, еще 2-3 поколения назад. Конечно же, у нас поменялись продукты питания, у нас поменялась экология и так далее, и так далее. Не будем сейчас о философии, но вы должны стремиться жить более здоровыми, счастливыми, не смотреть на те негативные препятствия, которые сейчас есть в вашей жизни. Поверьте, они всегда будут во все века, во все времена, но это вот идет такая проверка, и каждого человека душа, она перевоплощается и пробует заново что-то. Поэтому и происходят в нашем мире те или иные события. Вот такой, друзья, важная и ценная информация мы сегодня с вами хотели поделиться. Обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал. Но прямо сейчас, друзья, на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше всего. И смотрите, там много полезной и важной для вас информации.